Существует битва, которая ведется не на полях сражений, а в тишине собственного сознания. Противник в ней неуловим, оружие невидимо, а поле боя — это пространство между тем, что есть, и тем, чего еще нет. Это война с будущим, которая существует только в воображении, но управляет настоящим с железной хваткой. Сунь Цзы, великий стратег Древнего Китая, писал в своем трактате «Искусство войны»: «Знай врага и знай себя, и в 100 битвах не окажешься в опасности». Но что делать, когда враг — это собственные мысли о том, чего не случилось? Глава 1. Театр теней в собственной голове. Тревога о будущем — это не предвидение, а бесконечное переигрывание сценариев, большинство из которых никогда не сбудутся. Разум, созданный для решения проблем, начинает создавать проблемы из воздуха, чтобы было что решать. Сенека, римский стоик, заметил эту особенность человеческой природы. Мы страдаем больше в воображении, чем в реальности. Каждый вечер, засыпая, человек прокручивает диалоги, которые могут состояться завтра. Готовит ответы на обвинения, которые никто не предъявит, защищается от нападений, которых не будет, и утром встает уже уставшим. Не от жизни, а от битвы с призраками. Марк Аврелий, размышляя о природе беспокойства, писал: «Не позволяй будущему тревожить тебя. Ты встретишь его, если понадобится, с тем же оружием разума, которым сегодня вооружен против настоящего». Но разум, погруженный в тревогу, не вооружен, он рассеян, распылен на десятки воображаемых фронтов. Он сражается одновременно везде и потому не побеждает нигде. Сунь Цзы учил, что худшая стратегия — распылять силы. «Кто готов везде, тот нигде не силен», — говорил он. Тревожный ум готов к 1000 катастроф, но именно поэтому не готов ни к одной реальной. Он расходует энергию не на решение проблемы, которая есть, а на предвосхищение проблем, которых нет. И когда реальная трудность наконец приходит, сил на нее уже не остается, они потрачены на сражение с тенями. Буддийская традиция называет это обезьяньим умом, сознанием, которое прыгает с ветки на ветку, с мысли на мысль, неспособным остановиться на чем-то одном. Древние мастера понимали, не мысли создают страдания, а привязанность к мыслям. Тревога — это не сама мысль о будущем, а неспособность отпустить эту мысль, навязчивое возвращение к ней снова и снова, как язык к больному зубу. Эпиктет, бывший раб, ставший философом, различал 2 категории вещей: те, что в нашей власти, и те, что вне ее. Не в нашей власти наше тело, имущество, репутация, должности. В нашей власти наши суждения, стремления, желания, отвращения. Будущее целиком находится вне власти. Нельзя контролировать того, чего еще нет, но можно контролировать отношение к неизвестности. И это единственная реальная власть, которой обладает человек. Сунь Цзы предупреждал: тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, будет победителем. С будущим сражаться нельзя. Можно подготовиться, можно планировать, но воевать с тем, чего нет, значит гарантированно проиграть. Потому что противник в этой войне неуязвим. Он существует только в голове, и каждая атака лишь усиливает его присутствие. Практика стоиков включала упражнение «Прemeditatio Malorum» — предвосхищение бедствий. Но это не было зацикливанием на тревоге. Это было трезвое, однократное рассмотрение худшего сценария с последующим вопросом: если это случится, смогу ли я остаться собой? Если ответ «да», тревога отпадает. Если нет, становится ясно, над чем работать. Но это упражнение делается раз, осознанно, и затем отпускается. Не прокручивается бесконечно на автомате. Лао Цзы учил принципу увэй — недеяние, которое не есть бездействие, а есть отказ от избыточного вмешательства. Применительно к тревоге это означает: не нужно активно бороться с каждой тревожной мыслью. Борьба питает врага. Нужно просто перестать подпитывать эти мысли вниманием. Река течет сама, не нужно толкать воду руками. Современная психология подтверждает древнюю мудрость. Попытка подавить тревожную мысль усиливает ее. Это называется эффект белого медведя. Если сказать себе «не думай о белом медведе», мысль о нем становится навязчивой. Стоики это понимали 2000 лет назад. Марк Аврелий писал: «Не представление тревожит нас, а наше суждение о представлении». Мысль о будущей неудаче нейтральна. Реакция на нее — это катастрофа.
Вот что создает страдания. Сунь-цзы говорил, лучше всего одержать победу без боя. Применительно к тревоге, лучшая победа — не вступать в борьбу с беспокойными мыслями, заметить их, признать их существование и отпустить, как облако, проплывающее мимо. Не цепляться, не анализировать бесконечно, просто позволить им быть и уйти. Парадокс в том, что тревога о будущем крадет именно то, что могло бы это будущее улучшить — настоящий момент. Погруженный в переживания о завтрашнем дне, человек не живет сегодня. Он пропускает возможности, не видит ресурсов, не замечает в радости, потому что весь его фокус направлен на то, чего нет. И завтра, когда оно станет сегодня, он снова будет озабочен следующим завтра. Так вся жизнь проходит в ожидании и страхе перед тем, что должно случиться, вместо проживания того, что случается. Глава 2. Знать врага значит знать природу тревоги. Сунь-цзы утверждал: «Знай врага и знай себя, и в 100 битвах не окажешься в опасности. Не знаешь врага, но знаешь себя, на одну победу будет одно поражение. Не знаешь ни врага, ни себя, в каждой битве неизбежно поражение». Чтобы победить тревогу, нужно для начала понять, что она собой представляет. Не как абстрактное зло, а как механизм, имеющий свои законы. Тревога — это не враг, это сигнал древней системы выживания, которая в условиях саванны спасала жизнь. Увидел тень в кустах, представил льва, выброс адреналина, бегство, выживание. Проблема в том, что в современном мире львов нет, а механизм остался. Теперь он срабатывает на электронное письмо от начальника, на молчание партнера, на мысль о будущих экзаменах. И тело реагирует так же, как на смертельную угрозу, хотя реальной опасности нет. Эпиктет учил различать фарасон, то, что воображается, и гипостасис, то, что реально существует. Большая часть тревоги связана с первым, а не со вторым. Не с реальными проблемами, а с воображаемыми. Тест прост. Спросить себя, что именно сейчас, в эту секунду, не в порядке. Не завтра, не через неделю, а прямо сейчас. Чаще всего ответ – ничего, прямо сейчас все в порядке. Тревога живет в воображаемом будущем, а не в настоящем моменте. Сенека писал: «Истинная бедность не в недостатке имущества, а в обилии страхов». Человек может быть объективно в безопасности, здоров, обеспечен и все равно страдать от тревоги, потому что воображение рисует сценарии утраты, болезни, провала. Эти сценарии реальнее для него, чем факты настоящего. Сунь-цзы учил: знание – основа победы. Знание о природе тревоги дает первый инструмент – распознавание. Когда тревога накатывает, вместо того, чтобы слиться с ней, можно сделать шаг назад и сказать: «Это моя система выживания сработала на ложную тревогу, сейчас нет реального льва, это просто электрохимическая реакция в теле». Уже это создает пространство между человеком и эмоцией. Буддийская практика випассана учит наблюдать ощущения без отождествления. Тревога проявляется в теле, стеснение в груди, учащенное дыхание, напряжение в желудке. Вместо того, чтобы думать «я тревожусь», можно наблюдать: в теле возникло ощущение стеснения в груди. Разница кажется тонкой, но она фундаментальна. В первом случае тревога поглощает все существо, во втором – это просто феномен, который наблюдается. Марк Аврелий практиковал технику, которую можно назвать «взгляд сверху». В моменты беспокойства он представлял себя смотрящим на ситуацию с высоты птичьего полета, затем из космоса. С каждым уровнем отдаления проблема, казавшаяся огромной, становилась меньше. Не потому, что она исчезла, а потому что контекст расширился. То, что казалось катастрофой в масштабе личности, становилось крошечным событием в масштабе города, континента, планеты, Вселенной. Сунь-цзы советовал: атакуй там, где враг не подготовлен, иди туда, где не ждут. Применительно к тревоге. Не атаковать ее напрямую, это усиливает, а переключать внимание. Когда тревога захватывает ум, самый эффективный ответ – не борьба с мыслями, а смещение фокуса на настоящее, на дыхание, на ощущение тела, на то, что видят глаза прямо сейчас.
Тревога питается будущим. Настоящий момент – ее враг. Практика заземления, известная в современной психотерапии, по сути восходит к древним техникам. Назвать 5 вещей, которые видишь, 4 которых касаешься, 3 которые слышишь, 2 запаха, 1 вкус. Этот простой алгоритм выдергивает сознание из воображаемого будущего и возвращает в реальное настоящее. А в настоящем тревога не может существовать, она живет только во времени, которого нет. Лао Цзы учил: «Довольствуйся тем, что имеешь, радуйся тому, как обстоят дела. Когда осознаешь, что ничего не недостает, весь мир принадлежит тебе». Тревога – это всегда ощущение недостатка чего-то в будущем – безопасности, одобрения, успеха, здоровья. Возвращение к настоящему обнаруживает: прямо сейчас дыхание есть, тело работает, пища есть, крыша над головой есть. Этого достаточно для этой секунды. Следующая секунда позаботится о себе сама. Сунь Цзы говорил: непобедимость в обороне зависит от себя, возможность победы от противника. Непобедимость против тревоги заключается в построении внутренней крепости, практики, которые возвращают в настоящее, физическая активность, дыхательные техники, осознанное наблюдение за мыслями. Это не устраняет тревогу навсегда, она часть человеческой природы, но это делает ее управляемой, вместо того, чтобы она управляла человеком. Эпиктет завещал: не события нас тревожат, а наши суждения о событиях. 2 человека стоят перед одним и тем же будущим, неопределенным, непредсказуемым. Один парализован тревогой, потому что интерпретирует неопределенность как угрозу. Другой спокоен, потому что интерпретирует ее как пространство возможностей. Факты одни, интерпретация разная. И интерпретация – единственное, что в нашей власти. Последний урок Сунь Цзы. Война – это путь обмана. Тревога обманывает, выдавая себя за заботу о будущем, но настоящая забота – это планирование и действие в настоящем. Тревога же – это бесплодные переживания без действия. Она создает иллюзию, что переживанием можно что-то изменить. Нельзя. Изменяет только действие. И действие возможно только здесь, только сейчас. Поэтому древняя мудрость сходится в одном. Враг не в будущем. Враг в утрате настоящего ради воображаемого будущего. Знать этого врага значит видеть его природу. Знать себя значит понимать, что единственное реальное время – это сейчас. И единственная реальная сила – это осознанное присутствие в том, что есть, вместо бегства в то, чего нет. Заключение. Наставление воина, сражающегося с тенями. Сунь Цзы завершал свои учения словами: «Познавший искусство войны не совершает вторых походов, не затягивает кампаний». Применительно к тревоге, не нужно сражаться с ней каждый день заново, если понята ее природа. Один раз увидеть механизм, значит навсегда изменить отношение к нему. Практика проста, хотя и требует дисциплины. Каждое утро 3 вопроса. Что в моей власти сегодня? Что вне моей власти? На чем я сосредоточу внимание? Каждый вечер честное признание. Какие битвы я вел с тем, чего нет? Осознание без осуждения. Просто видеть. Когда тревога накатывает, не бежать, не подавлять, не кормить. Остановиться. 3 медленных вдоха, назвать то, что есть прямо сейчас. Я сижу в кресле, дышу, слышу звуки улицы. Будущего еще нет, прошлого уже нет, есть только это. И в этом только это обнаруживается странная вещь. Все в порядке. Не навсегда, не гарантированно. Но прямо сейчас, да, в порядке. Марк Аврелий сказал: «Не сопротивляйся природе вещей». Тревога – часть природы человека, она не исчезнет, но можно изменить отношение к ней. Не враг, которого нужно уничтожить, а сигнал, который нужно услышать и отпустить. Не хозяин, а гость. Пришел – заметь, уходит – не держи. И последнее. Будущее придет, оно всегда приходит, но когда оно придет, оно станет настоящим. И встретить его можно будет только тем оружием, что есть здесь и сейчас – присутствием, ясностью, спокойствием. Тревога этого оружия не дает, она его отнимает. Поэтому выбор прост – тратить силы на войну с призраками или беречь их для реальности, когда она наступит. Древние знали ответ, теперь и вы знаете. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал или просто поставьте лайк. До встречи!